Прямо сейчас в Афинах создается проект, который по амбициям сравним с Дубаем. Представьте, на руинах заброшенного аэропорта, где во времена войны ржавели разбитые самолеты, сейчас строят умный город стоимостью 8 миллиардов евро, над которым работают лучшие архитекторы в мире. Это не просто стройка, это попытка Греции выйти из тени кризисов и стать новым центром притяжения для миллиардеров, туристов и инвесторов. Но получится ли у страны, которая пережила экономический коллапс, создать место, в котором захотят жить богатейшие люди мира? Или это пузырь, как олимпийские объекты, которые теперь гниют неподалеку? Давайте разбираться. В 2001 году Афины распрощались со своим старым международным аэропортом. Прошлое аэродрома, открытого в 1938 году, было богато событиями. Во Вторую мировую его бомбили 12 раз, а в 70-х он стал мишенью палестинских террористов. После закрытия в 2001 году тут остались только ржавеющий Boeing 747 и пустые взлетные полосы. Но самым болезненным стало то, что олимпийские стадионы 2004 года, построенные рядом, тоже оказались заброшены. Все потому, что Греция не умела использовать наследие масштабных проектов. И вот среди бетонных взлетно-посадочных полос и заброшенных терминалов родилась амбициозная мечта – превратить огромный участок земли в город будущего под названием Эллиникон. Представьте себе парк площадью 2 миллиона квадратных метров. Гольф-поле мирового уровня, отели, жилые комплексы класса люкс, торговые центры и даже спортивные сооружения, напоминающие об олимпийском наследии Афин. В 2005 году власти провели международный конкурс для разработки проекта парка и привлекли инвестиции, но судьба распорядилась иначе. Кризис 2008 года обрушился словно цунами. И Греция была первой в зоне бедствия. Уровень безработицы поднялся до 27%. Зарплаты рухнули, а бюджетные деньги уходили на спасение банков. Греция потеряла 1 миллиард евро инвестиций, и проект пришлось заморозить. И только в 2021 году проект перезапустили. Греческая компания Lambda Development привлекла миллиарды от фондов BlackRock и Qatar Investment. Теперь Эллиникон позиционируется как новое лицо Греции, смесь экологии, роскоши и технологий. Представьте, парк в 2 раза больше центрального в Нью-Йорке, пляж длиной 3,5 километра и улицы без машин. Но главное – концепция 15-минутного города. Школа, офис, парк и даже пляж – все рядом. Технологии умного управления будут контролировать энергию, воду и отходы. А еще тут построят самое крутое казино Европы и пристань для яхт. Главная достопримечательность – башня от Foster & Partners с видом на Эгейское море. Цена за квадратный метр составляет 10 тысяч евро, в Лондоне 18 тысяч евро. И сразу появляется вопрос, почему дешевле? Ведь уровень жизни будет выше. Так дело в том, что Афины пока не входят в список золотых городов, но Эллиникон должен это изменить. Идея города за 15 минут получает все большую поддержку в мире. Идея состоит в том, чтобы создать самодостаточные районы, где жители смогут удовлетворить большую часть своих повседневных потребностей, тем самым снижая зависимость от автомобилей и продвигая более устойчивый и здоровый образ жизни. И для реализации концепции Lambda выбрала команду всемирно известных архитекторов. Например, объекты архитектора Нормана Фостера являются достопримечательностями. Это штаб-квартира Apple в США, здание Рейхстага в Германии, а вот, например, мост из Гарри Поттера в Лондоне, на который нападают пожиратели смерти. Также стоит упомянуть агентство Бьярке Ингельс Групп с такими проектами, как морской музей, который находится на глубине 8 метров под землей, невероятный дом Лего, а также вот таким жилым комплексом в Стокгольме. И эти агентства, как и десятки других, обещают дать жизнь единственному в своем роде проекту в Афинах. Но не все в восторге. Критики называют Эллиникон греческим Дубаем, оазисом для богатых иностранцев. Дома здесь стоят до 12,5 тысяч евро за метр. В 2024 году застройщик продал 1500 квартир по себестоимости, без учета земли, и цена снизилась до 2500 евро за метр. Но это всего 1% от общего числа. Также проект ругают за отсутствие греческой архитектуры. Но есть и другие проблемы. Где взять рабочих для строительства?
Греция потеряла 20% населения за последние годы, а молодежь уезжает. И даже если проект завершат, кто будет обслуживать этот город будущего? Уборщики, повара, врачи? Пока что ответа нет. И есть опасения, что места достанутся рабочим, например, с индийскими или пакистанскими корнями. Если все пойдет по плану, то к 1937 году здесь появится более 80 тысяч рабочих мест и более 1 миллиона туристов в год. Но давайте поразмышляем. Получится ли у Эллиникона стать символом возрождения Греции, как об этом мечтали в 2005 году? Потому что если смотреть на проект объективно, то здесь есть как гениальные идеи, так и моменты, которые вызывают сомнения. С одной стороны, технологии управления ресурсами, пешеходные зоны, связь с метро – это шаг вперед для Европы, где города все чаще задыхаются от пробок и загрязнения. С другой – цены, которые отсекают 99% населения, и архитектура, которая больше напоминает Майами или Дубай, чем Афины. Интересно, что сама компания Lambda называет Эллиникон новым лицом Греции. Но что значит новое лицо? Если это лицо богатого иностранца, который приезжает сюда на пару месяцев в год, а местные жители остаются за кадром, то это не возрождение, а эксплуатация образа страны. Но если проект удастся интегрировать в экономику Греции, создать рабочие места, привлечь туристов и показать, что страна может строить будущее, а не только сохранять прошлое, тогда это действительно история, достойная эпоса. Друзья, ну а вы бы хотели жить в таком городе? Или это все-таки пузырь для богатых? Пишите в комментариях. И не забудьте подписаться, потому что на моем канале выходит видео про масштабные стройки, большие деньги и необычные страны. Увидимся!